Привет! Мы пытаемся по-прежнему разобраться в хитросплетениях противостояний тех, кто за прием неограниченного количества бегущих людей и против такого приема, то есть это там правые и так называемый антифа. Мы, конечно же, даем возможность высказаться обеим сторонам, и мне кажется, что достаточно интересно послушать. Почему вы здесь? Я против нациков, я их ненавижу. Как будет побольше людей, можем запрыгнуть через заборы и сбить их всех. Но не получится из-за полиции. Я с Лейпцигского антифа с 2012 года. Меркель я тоже не люблю. Но те, что там стоят, могут идти туда, откуда приехали. Я не люблю нацистов, которые гуляют с немецким флагом. Почему вы пришли на демонстрацию против правых? Мне в первую очередь важно демонстрировать против этих мизантропических лозунгов, которые оттуда слышны. Мне важно, чтобы я могла принимать участие в политической жизни государства, где я живу. Кроме того, важно не давать почву вот таким вещам и показать, что в Берлине есть многообразие. Что Берлин многообразный город, и важно, чтобы он таким остался. Должна ли Германия еще раз открыть границы, как в 2015 году? Ведь очень много беженцев заперты в Греции. Они хотят в Германию, в Швецию. Они хотят еще дальше. Я желаю, чтобы вообще не было границ. Я хочу для будущего, чтобы мы смогли преодолеть национальное мышление. Чтобы все люди, неважно, откуда они родом, могли передвигаться свободно по миру. А как вы считаете, реализуемо ли это? Ведь есть много разных культур, и они иногда не понимают друг друга. Мне кажется, да. Конечно, есть много конфликтов, и я думаю, это неизбежно. Но это неправильный путь закрывать государственные границы и решать, кто может пройти, а кто не может. Еще по поводу убежавших, так называют беженцев, которые живут здесь. Я желаю, чтобы все люди, неважно, если у них статус сбежавшего или нет, имели такие же права, как и немцы. Это же такие же люди, как мы. Но они не имеют одни и те же права. Они не могут свободно передвигаться. Они не могут свободно участвовать в выборах. Я считаю, что если у них другой паспорт, это ничего не значит. Поэтому мне важно, чтобы убежавшие имели равные права. Окей, последний вопрос. Помогали ли вы лично беженцам? Если помогали, то как? Может быть, вы приютили у себя беженцев? Да, я помогаю беженцам в рамках своих возможностей. Ну, не так, чтобы регулярно, но я была ангажирована в этих делах. Всегда, когда по соседству слышала, что что-то нужно или кому-то нужна помощь, я помогала. Если была нужда в каких-то вещах, которые есть у меня дома, и которые мне не нужны, я дарила. Левые кричат: «Пошли отсюда!» Правые кричат: «Меркель должна уйти!» Мы хотим мира с Россией! Путин! Путин! Лживая пресса! У нас есть на Востоке русский народ и Владимир Путин, который стоит за своей нацией. А на Западе у нас Дональд Трамп, который как минимум по национальной политике на нашей волне. Геополитически он должен себя еще оправдать. Но в Европе у нас есть возможность маневрировать с великолепной патриоткой Марин Ле Пен. Eine großartige Patriotin in einem sehr wichtigen Land, einer sehr wichtigen Nation, nämlich Frankreich, an die Macht zu manövrieren.
Почему вы сегодня здесь? Weil ich gegen das System demonstrieren möchte und weil Потому что я выступаю против системы. И потому что я считаю плохо, что вон те вот атакуют полицейских, сжигают машины. Autos anzündet. А какой вы считаете политику миграции канцлера? Das haben sie sich alles selber Дрянной. zugeschrieben. Потому что, к примеру, африканцы, у них мало ресурсов, мало воды, сухая земля. Они должны регулировать, соответственно, рождаемость из этой ситуации, для того, чтобы было возможно использовать ресурсы. Хорошо, эффективно, экономно. Da sollte man Если они seine Geburtenrate не справляются с этим, dementsprechend ausrichten, то мы к dass этому man не имеем никакого отношения. gut und effizient Потому что это их проблема. und ökonomisch Я не nutzen изверг. kann. Und wenn sie Я не da изверг, но надо расхлебывать кашу, которую сам же и заварил. Damit haben wir eigentlich gar nichts zu tun, weil das ist ihr Problem und ich bin zwar auch kein Unmensch, aber was man sich selbst eingebrockt hat. Нужно, как национальный гражданин, как национальный народ, вышвырнуть этих империалистических разжигателей войны США. Als nationales Volk, um endlich mal diese imperialistischen Kriegstreiber USA rausschmeißen. Считаете ли вы, что Германия тоже не должна вмешиваться? Германия ведь сейчас это в НАТО. Die NATO, die gefällt mir überhaupt НАТО nicht. мне вообще не Das ist нравится. einfach bloß ein- Это просто лживая ein куча, которая Haufen, ничего не der- может, кроме der как nur, таскать на плечах всякие войны. Kriege im Schilde führt und sonst gar nicht. Так как я снимаю для украинского журналиста, интересен вопрос, что вы думаете о ЕС и может ли Украина войти в состав ЕС? Die Ukraine, die soll mal schön eigentlich Украинцы bleiben. должны оставаться Wenn- самостоятельными. wenn die ihre- Потому что если они там на месте в Украине вели бы национальную national, патриотическую политику, patriotisch то не дошло бы ничего, Da никаким käme es gar конфликтам nicht или zu кризисам. irgendwelchen Konflikten, Единственное, что нужно, это Krisen, национальный aber патриотизм. das Einzige, was wir hier Украинцы и machen, все was wir страны hier мира brauchen, должны ist вести патриотическую, Nationalpatriotismus. национально-консервативную политику. Alle Staaten in der Welt, die sollen bloß Я надеюсь, что в ihre 2017 году Politik граждане national- Германии выберут national- альтернативу для Германии, потому что Шульц и Меркель – это как холера и чума. 2017 die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die AfD wählen. Weil Schulz und Merkel, das ist ein Unterschied zwischen Cholera und Pest. Антифа, сукины дети! Германия – говно! Вы этому доказательство. Deutschland ist scheiße! Ihr seid die Beweise! Deutschland ist scheiße! Ihr seid die Beweise! Немецкие полицейские защищают фашистов. Антифа, сукины дети. Нацисты опять тут, но называют себя антифа. Правые с громкоговорителем. Единственных настоящих антифашистов можно найти только в Восточной Украине, которые сейчас воюют против украинско-фашистских войск. А те, которые сейчас стоят тут и демонстрируют против нас, это в конечном счете всего лишь отупленные правительством. Нацисты на выход! Это не имеет ничего общего с исламом.
Я цепляю детей, ничего общего с исламом. Принудительное бракосочетание детей, ничего общего с исламом. Я трахаю коз, ничего общего с исламом. Вы говно! Антифа, сукины дети! Какой вы считаете политику канцлера? Ужасно, абсолютно антинемецкой. Когда я вижу старых женщин, которые собирают бутылки на улице, которые не могут жить на свою пенсию, когда читаю в газетах, что люди больше всего умирают от бедности, мне становится стыдно. Мы должны стыдиться за наше государство. Sag mal ehrlich, wie kann denn das sein? Da müssen wir uns doch für unser Land schämen, oder? Wir müssen uns doch für unser Land schämen. Dass wir sagen, bei uns sterben Menschen an Armut. Люди там говорят, что тут нацисты. Что вы скажете по этому поводу? Что значит нацисты? Конечно, нас показывают как нацистов. Но это не нацисты. Тут люди со всех слоев населения. Они не согласны с этой политикой и с тем, что творится в этой стране. Я бы не сказал, что это нацисты. Это не нацисты. Но СМИ хотят, чтобы это выглядело именно так. Das sind keine Nazis. Das ist natürlich von den Medien, die wollen es gerne so haben. Видите ли вы будущее Германии с ЕС? ЕС должен перестать существовать, 100%. Потому что я считаю, что мы должны перестать воевать. Страны должны стать патриотичными. Это не имеет ничего общего с нацизмом. Я не хочу, чтобы люди умирали. Я не хочу, чтобы люди были подавлены. Я хочу, чтобы каждый мог жить в своей стране счастливо. Я хочу, чтобы каждый за свою работу хорошо получал. Я хочу, чтобы каждый человек мог быть просто счастливым со своей семьей и с детьми. Никакого насилия, никакой брутальности. Никто никого не должен ненавидеть. Ich will, dass jeder Mensch einfach glücklich sein kann, mit seiner Familie, mit seinen Kindern. Ja, keine Gewalt, keine Brutalität, keiner soll gehasst werden. Наша проблема тут это исламизация нашей страны. Мы христианская страна. Мы Германия. У нас своя культура. Мне не важна Россия. Мне не важен Путин. Что делает Украина? Что делает Путин? Что должен знать Путин и Украина? Мы не должны вмешиваться. Это для меня просто наглость. Was Putin macht und Ukraine macht, das ist Ukraine. Das muss Putin wissen und Ukraine wissen. Da müssen wir uns nicht einmischen. Das ist eine Frechheit für mich. Что делает Эрдоган в Турции? Он должен делать в Турции. Те, кто живут в Германии, должны закрыть свои пасти. Если они тут живут и так классным считают то, что делает Эрдоган в Турции, тогда они должны поехать в Турцию и там открывать свои пасти. Но не в Германии. Если они настоящие патриоты Турции, тогда они должны ехать в Турцию и быть турецкими патриотами, а не открывать свои вонючие сраные пасти в Германии. Was sagen die zu uns? Köterrasse. Was für eine Beleidigung. Смотри, что они нам говорят. Собачья раса. Какое оскорбление. Sag mal ehrlich, ich sag dir eins. Guck mal, was wir alles geschaffen haben. Мы что, должны дать себя оскорблять? Смотри на все, что мы построили. Смотри на все, что мы добились. Многие из них, скажи честно, что сказать еще? Нет никакого народа, который реально так ненавидит самого себя. Германия сделала один раз ошибку, но мы не должны себя так ненавидеть. Я смотрю на людей, которые смотрели на шествие из окон. Они смотрят, и у меня чувство, что они боятся признаться, что они немцы. Bruder, der ist auch kein Mensch, der sagt, ich möchte keine Ausländer, ich möchte Leute vergasen. Wir sind keine Nazis. Wir wollen keine Leute vergasen. Вот он тоже не такой человек, который говорит, я не хочу никаких иностранцев, я хочу отравлять людей в газовых камерах. Нет, мы не нацисты, мы не хотим этого всего. У меня много братьев иностранцев, и я их люблю. Слушай, можно вот так вот прям скажу? Да. Какие вы бессовестные собаки, бесчестные. Когда вы приходите в нашу страну и портите нас, в нашей стране не сражаетесь за вашу демократию, вашу свободу, за вашу жизнь.
Как вы можете приезжать к нам в страну и портить нас, да еще и обзывать нас? Вы сами безязычные. Вот это мой брат, с кем я выхожу на улицу и борюсь за то, чтобы такие безязычные, как вы, собаки, не жили с нами в стране. Потому что вы обращаетесь с нами, как с собаками. Слушай, в целом у них мнение, что если не будет смешивания народов, то это будет типа как инцест. Слышал от одного из них. Очень печально, что можно вообще такое услышать. Даже если ты неудачник, неважно. Твоя мать, отец, дедушка, бабушка, неважно кто. Они все сражались за эту страну. Я не имею в виду типа с ружьем, нацисты, Хайль Гитлер. Я имею в виду, что они сражались иначе. Они делали что-то для страны, для экономики. И в конце выходят такие бродяги на улицу и говорят: Германия должна умереть. Это где бабушки, дедушки, семьи строили эту страну. Я скажу честно, я думаю, если их родные не стесняются за то, что вот их родные стали сбродом, то я вообще не знаю. Они ненавидят Германию, они говорят: Германия говно. Но они же живут тут хорошо. Попробуй скажи в других странах это выражение: никогда больше Германия. Я имею в виду, к примеру, скажи во Франции: никогда больше Франция. Или в России. Ну вот попробуйте в России сказать: никогда больше Россия. Окей, мы желаем вам много веселья. И, кстати, вы можете думать, что хотите. Нам насрать на ваше мнение.